Вот оно, зимнее Эгейское море. Такая вот набережная в Дидиме с песочком. Летом тут шезлонгами, скорее всего, все заставлено. Ну, сейчас так вот пустынно. Море сегодня спокойное. Ветра почти нет. Утро воскресенья. Почти все закрыто. Люди отсыпаются. Народу тоже на улицах практически нет. Какой у нас план? Мы сейчас с вами направимся в храм Аполлона. Это главная достопримечательность Дидима. Собственно, ради нее я сюда приехал. Посмотрим его, ну а потом на сдачу погуляем по городу. Как-то так. Вот он, друзья, и храм Аполлона. Просто масштабное сооружение. Красота. Сейчас посмотрим в деталях. Первое, что бросается в глаза, это размеры ступеней, ведущих в храм. Слева вы увидите обычные человеческие ступени, а чуть правее полуметровые ступени, как будто бы предназначены они не для людей, а для богов. Просто чтобы вы понимали, масштабы, размеры этих ступеней. Мне с моим ростом 2 метра приходится вот так вот аж ногу задирать. Очень высокие. При входе нас с вами встречают огромные колонны, ну точнее то, что от них осталось. На входе и по периметру храма их было 120 штук, но до наших дней натуральную величину дошли только 3 из них. Каждая из колонн была высотой почти 20 метров и имеет диаметр 220 сантиметров, составлена из отдельных фрагментов весом до 20 тонн каждый. Стоя внизу под этой громадиной, я задавался вопросом, как же в древности умудрялись сложить этих каменных колоссов, да еще и с такой точностью. Поверхность стилобата, плоскости, на которую устанавливали колонны, и отдельные фрагменты самой колонны должны быть идеально ровными, чтобы вся эта махина не рухнула. Я нашел изображения нескольких гравюр и картин, сделанных путешественниками и исследователями XIX века. На них видно, что весь храм был погребен под небольшим холмом, и только 3 одинокие колонны торчали из-под земли, недвусмысленно намекая археологам, что тут что-то есть. Позднее на фотографиях видно, что тут уже и мельницу построили, и дома, которые в ходе раскопок, конечно же, пришлось снести, чтобы откопать храм. Основания колонн искусно украшены различными узорами тончайшей работы. Иногда можно встретить изображения мифических существ, а иногда даже вот такие солярные символы попадаются. Солярные символы здесь неспроста. Бог Аполлон в древнегреческой и древнеримской мифологиях был богом света и олицетворял солнце. Греческое название города Дидима переводится как «близнецы», коими являлись Аполлон и богиня Артемида, которая, кстати, олицетворяла Луну. Храм Артемиды находится рядом с Эфесом и считается одним из чудес света, но в наши дни представляет собой неинтересное зрелище. От него осталась только одна колонна, в то время как храм Аполлона поистине впечатляет. Ну а мы с вами направляемся дальше и проходим через такой вот узкий тоннель, ведущий во внутреннюю часть храма. Даже тут поражает уровень мастерства древних рабочих. Стены тоннеля хорошо отшлифованы и камни уложены друг к другу очень плотно. Вообще, строительство храма началось в III веке до нашей эры и продолжалось порядка 600 лет. Но, к сожалению, храм так и не достроили, слишком уж масштабной была задумка. Плюс храм Аполлона в Дидимах уступал по своему значению храму Аполлона в Дельфах, что находится на территории Греции. Ну и, конечно же, проигрывал храму Артемиды. Хотя, конечно, если бы строительство завершили, я думаю, храм в Дидимах стал бы 8-м чудом света. Бог Аполлон был покровителем искусств, предводителем муз, врачевателем, покровителем переселенцев и являл собой олицетворение мужской красоты. Но помимо этого он являлся еще и предсказателем будущего. Поэтому в храме находились оракулы, к которым направлялись люди со всех уголков земли, чтобы получить от богов предсказания и ответы на какие-то свои вопросы касаемо будущего. Внутри храма мало что интересного осталось. Все самое интересное уже давно вывезли по музеям Европы. Здесь же сохранились только остатки развалин с богатым декором. Вообще, друзья, очень удивительное место, побывав в котором, можно просто обалдеть от, во-первых, масштабов, во-вторых, от того, как это все вообще сделали, да. Посмотрите, вот, к примеру, вот эти грифоны. То есть вот эта штука вся, вот она, скорее всего, была где-то там наверху. И вот посмотрите, как заморачивались с деталями, да, то есть это мрамор. Из мрамора надо вот это вот все выдолбить, выпилить, да. Я не представляю, сколько должно было быть сюда труда вложено, да, и как это вообще
сделали теми технологиями, которые были тысячелетия назад, да, но вот как они все вот это вот умудрялись сделать. Столько усилий и уверенности в том, что ты, делая там, допустим, того же самого Грифона, ну не накосячишь, да, иначе вся работа, она, ну, можно выкидывать вот этот вот огромный кусок камня, все, до свидания. С ума сойти, конечно, ну посмотрите тоже. И линии такие еще ровные, здесь завитушки, да, то есть все это очень-очень-очень-очень красиво. В то же время я не представляю, ну вот даже в наше время мастера, да, по камню, ну, если такие меня смотрят, отпишите, сколько усилий займет вот это вот сделать современными инструментами даже по мрамору. А 1000 лет назад, что у людей было, чтобы такую вот красоту сделать, ну вот я честно не представляю. Посмотрев храм внутри, направляемся на внешнюю часть. Во дворе, кстати, заботливо разложены остатки руин. Среди них тоже можно походить и посмотреть, если интересно. Там, мне кажется, можно до вечера пропасть, если задаться целью разглядеть все. В задней части храма находятся 2 колонны. Судя по всему, одна упала на другую и повалила ее как в домино. Археологи подперли фрагменты колонн такими вот упорами, чтобы они не укатились. И если не обращать внимания на это, выглядят упавшие колонны просто впечатляюще. Можно подойти, потрогать, почувствовать масштабы. Вот так вот я выступаю в качестве линейки, чтобы вам передать на видео размеры одного из фрагментов. Тут, кстати, заметно, что одна из колонн не доделана. Поверхность еще не обработана и заготовка пока еще круглая. Осмелюсь предположить, что сначала оставили колонну из заготовок, а потом уже занимались ее обработкой, когда колонна уже стояла целиком. С другой стороны храма, помимо одинокой колонны, больше ничего особенного я не заприметил, чтобы показать вам. Разве что послание на ступенях от античных ребят о том, что они здесь были когда-то. В общем и целом, я рекомендую посетить этот храм, если вы окажетесь в Дидиме. Это сооружение действительно впечатляет и будоражит воображение. Рядом с храмом находится мечеть Хисар. Когда-то это была греческая церковь, но после обмена греческо-турецкого населения в начале 20 века церковь переделали в мечеть. Этому зданию почти 200 лет. Здесь не так давно провели реставрацию, и я очень надеялся посмотреть, как все выглядит внутри. Но, к сожалению, мечеть была закрыта по какой-то причине, поэтому мне пришлось довольствоваться обзором снаружи. Еще одним местом, которое я хотел посетить, был музей, который тоже находится буквально в минуте ходьбы от храма Аполлона и располагается в старом греческом доме, который был отреставрирован. Здесь представлены предметы культуры и быта людей, живших в этих краях 100 лет назад. Плюс мне было интересно посмотреть на дом изнутри. Но, к сожалению, и тут не повезло. Музей был тоже закрыт. Поэтому показываю вам только часы работы музея, на случай, если вы окажетесь тут и захотите попасть сюда. А вот так, например, происходит реставрация старого дома. В одном из видео я уже упоминал, что турки очень трепетно относятся к своей истории. Старину сносить нельзя, только ремонтировать и качественно. Мы с вами перемещаемся из прошлого в современный Дидим. Что про него можно рассказать? Это типичный турецкий курортный городок с плотной застройкой, с набережной и морем. К интересным местам в Дидиме я бы отнес площадь Республики, располагающуюся на бульваре Ататюрка. А на площади находится памятник самому Мустафе Кемале Ататюрку. Здесь обычно проводят городские мероприятия и концерты, ну и просто сюда можно прийти и провести время. Площадь сама по себе красивая. Рядом с площадью находится центральная и главная мечеть Дидима. Мы с вами туда зайдем буквально на минутку. От площади до нее рукой подать. Это совсем новая мечеть. Строительство ее завершили в 2015 году.
Но на меня она произвела впечатление старинной. Может быть, потому что мечеть выполнена в классическом османском стиле. Очень красивая. Внутреннее убранство мечети просто произведение искусства. В общем, мечеть однозначно стоит посещения. Мы же с вами возвращаемся обратно на бульвар Ататюрка и направляемся к морю. Вот такая вот турецкая зима. Подоспели цитрусовые на деревьях. Боже, как аппетитно выглядит, я не могу. У меня каждый раз, когда я мимо деревьев этих прохожу, с апельсинами, с мандаринами, такое бешеное желание именно с ветки его попробовать. Не знаю, как в анекдоте, когда жена беременная мужу пишет, говорит: укради мне шашлык. Он говорит: так может быть я тебе куплю? А она ему говорит: нет, хочу именно краденый. Вот у меня такая же тема с этими, вот они какие. Сказка вообще. Но на самом деле это несъедобные, в городе растут несъедобные цитрусовые. Это, по-моему, померанец называется фрукт. То есть он выглядит как мандарин, либо как апельсин, но на самом деле он горький, да, к еде, в общем-то, непригоден. И, собственно, только в декоративных целях он тут растет. Но выглядит аппетитно. Так и хочется его сорвать, подойти. Они стоят копейки, но не знаю, что мне с этим чувством делать. Именно с ветки мне хочется такой вот. Вообще в путешествиях по Турции вне сезона есть свои плюсы. Такие путешествия идеальны для прогулок и посещения достопримечательностей. Погода не жаркая, нет толп туристов, очередей, можно спокойно все посмотреть, ну и цены на отели очень приятные в это время года. С наступлением туристического сезона цены же, конечно, будут совсем другие, поэтому я пользуюсь моментом. Да, в море, конечно, сейчас не искупаешься, всякой курортной веселухи нет, но для отдыха душой в спокойной атмосфере самое то. На набережной Дидима в это время года царит абсолютно расслабленная атмосфера. Местные жители неспешно прогуливаются, отдыхают у моря, встречаются в прибрежной кафе и болтают друг с другом за чашкой турецкого чая. А на берегу рыбаки закидывают удочки в надежде вытащить рыбешку да побольше. Причем рыбачат все, кому не лень. Встречал детей с удочкой, и семейные пары, и стариков. В общем, рыбаков здесь действительно много. Но когда море под боком, почему бы, собственно, и не порыбачить. В конце набережной, кстати, пришвартованы вот такие красивые рыболовецкие суда. Уже посерьезнее обычных рыболовецких лодок. Возможно, они, кстати, и поставляют рыбу в окрестные ресторанчики и на рынке. Вот так вот они уходят в море за рыбой каждый день. Зрелище классное. Есть в этом что-то романтичное. Ну а где есть рыба, там обязательно будут и коты, куда же без них. Коты в Турции чувствуют себя превосходно, встретить их можно повсюду и в самых неожиданных местах. Вот этот, например, балдел в траве на краю обрыва, я голову опустил, а он сидит там. На набережной, кстати, самые наглые коты обитают. Если сядешь в прибрежном ресторанчике на улице, коты тебя в покое не оставят, пока не дашь кусочек, а можно даже и не один. В Турции к бездомным кошкам относятся хорошо, как и к бездомным собакам. Бездомных животных подкармливают регулярно, на улицах всегда рассыпан корм и стоит свежая вода. Турки относятся к бездомным животным как к своим собственным. И мне кажется, это многое говорит о них как о людях. Мне нравится Турция за такое отношение к братьям нашим меньшим.
заключение скажу, что Дидим мне понравился. Ни разу не пожалел, что решил приехать сюда. Очень приятный городок. Спокойный, размеренный, без суеты. Но, во всяком случае, в это время года. Летом из-за наплыва отдыхающих, скорее всего, будет другая атмосфера. Дидим, хоть город и небольшой, но здесь все есть. И крупные продуктовые магазины, и кафе, и рестораны на любой вкус. В 20 километрах от Дидима, кстати, находится развалины античного города Милет. Это целый музейный комплекс, на который нужно уделять день, мне кажется. Там сохранилось много всего интересного. Если получится, доберусь и до него как-нибудь. Не забывайте ставить лайки, если вам понравилось это видео, оставлять комментарии, подписываться на канал, если еще не подписаны. А я прощаюсь с вами, до скорых встреч в новых путешествиях. Большое спасибо за просмотр, пока.